Про каждую новую серию магической битвы слышно буквально из каждого чайника. И несмотря на то, что тайтл получил продолжение спустя 3 года, люди ни на минуту не забывали, каким крутым был первый сезон. Вы можете открыть обзор любого сёнэна, и вам всегда в пример будет приводить магическую битву. Но получился ли таким хорошим второй сезон? Ведь популярность еще не значит, что аниме на самом деле хорошее. Мы с вами постараемся вспомнить, за что мы полюбили магическую битву, разберемся, стал ли новый сезон лучше по сравнению с первым, и узнаем, как магическая битва сводит людей с ума. У микрофона, как всегда, ваш любимый Икари. Поехали! До выхода второго сезона я не смотрел магическую битву, поэтому весь этот экспириенс был для меня в новинку. Очень зря я не оценил магическую битву раньше, ведь я фактически пропустил один из лучших современных сёнэнов. Главный герой, который не бесит и в целом мне даже нравится, интересный и самое главное живой мир, ну и конечно же эпичность. Кто бы что ни говорил, но в сёнэне мы ее любим больше всего. Все вот эти вот расширения территории, пятые гиры и тому подобное. Магическая битва на самом деле не показала чего-то сверхъестественного. Чтобы стать популярной, она просто выполнила 2 условия. Каждый аспект, начиная от рисовки, заканчивая персонажами, сделан на хорошем уровне. Не идеальном, а вот именно хорошем уровне. И второе, наверное, самое главное, это стиль. Крутые персонажи, которые делают, что хотят, крутые техники и эпичность всего происходящего. Магическая битва выполнила всего 2 этих простых пункта, и этого было достаточно, чтобы стать одним из самых обсуждаемых аниме современности. И вот спустя 3 года выходит второй сезон. И что же мы там видим? Предыстории. Много предысторий. Оставив проблемы настоящего на потом, автор решил раскрыть нам одного из ключевых персонажей сюжета – Сатору Годжо. Но такой поступок мне сначала показался странным. Сейчас в мире будет по-настоящему переломный момент. Появился сосуд Двуликого, враги привели свой план в действие. И вот кажется, что во втором сезоне начнется просто какое-то мясо. А нам показывают предысторию даже не главного героя. Ладно, сейчас вышло уже 5 серий, может быть дальше все станет понятно. Окей, я все понял. Первые 2 серии нас заново знакомят с персонажами и миром, который очень сильно отличается от того, каким он будет в будущем. Простое задание по защите сосуда для местного стража, простые противники, простой сюжет. В общем, скука смертная. Но первые 2 серии специально сделали такими, чтобы мы привыкли к персонажам, а потом просто вывалили в один момент все, что есть. 3-я серия второго сезона магической битвы – это, наверное, лучшая серия за все аниме. Маленькие ниточки тянулись с самого начала, и в конечном итоге это привело к удивительной битве между Годжо и Тодзи. Сатору, который казался в первом сезоне буквально неубиваемым, на самом деле такой же простой человек со своими проблемами, который может взять и умереть. И самое удивительное не от рук какого-нибудь сильного мага, а от рук простого человека. Ну, почти простого. Тодзи маг без проклятой энергии, который сражается только с помощью своих техник и магического оружия, что делает его фактически невидимым для магов и делает его идеальным убийцей. Как не маг, выросший в семье Зенит, который ценит проклятые техники превыше всего, Тодзи просто еще один человек, который пострадал из-за магических кланов. А Годжо в противовес домашний маг, который получил всю свою силу благодаря магическим кланам. Если рассматривать эту битву с такой стороны, она кажется очень символичной. Битва 2 абсолютно разных людей. Но на самом деле эти персонажи очень похожи. Оба проницательные, в то же время любят иногда пошутить. Оба из знатных кланов магов. Единственное, что их отличает, они выросли в разных условиях. Когда Годжо снова встретился с Тодзи после задания, он познал безумие и, как мне кажется, наконец смог понять его чувства. Почему он так ненавидит магов? Почему он оказался здесь? После того, как Годжо это осознал, у него появились первые мысли о том, что нужно что-то менять в этом мире. И к этой идее мы еще вернемся. А сейчас давайте посмотрим, что нам показали после первой битвы, ведь это еще не самый запоминающийся момент серии. Та девочка, которая, казалось бы, свыклась с мыслью, что ей придется отдать свою жизнь, распрощаться со своими друзьями, благодаря нашим героям растаяла. Оказывается, не с самого начала договорились о том, что если она не захочет быть жертвой, они помогут ей выбраться, и неважно, что это может навлечь огромные проблемы. Магическая битва очень хорошо делает эпические моменты, но чувственные она делает еще лучше. Это музыка, которая пробирает до мурашек, это искренность, которую показывает героиня, и потом бац! Что, блять, что это было? Тот самый момент, когда ты вообще не ожидаешь героя, убивает буквально за секунду. Без вот этого лишнего пафоса, как в фильмах, прямо как в жизни, раз и все, нет человека. Я уже 100 лет не видел такого приема, обычно нас подготавливают, растягивают момент, чтобы добавить драмы, а тут раз и все. Сложно описать, что ты чувствуешь в этот момент, но это очень странное чувство, которых я не получал, наверное, ни от одного аниме. Даже в недавнем Адском рае перед убийством обязательно будет драматическая музыка, замедленная съемка, и как ни крути, ты ожидаешь, что произойдет дальше. А когда тебя подводят к хэппи-энду и в самый последний момент просто раз, такого я не видел ни в одном аниме.
И вот магическая битва, которая была хороша как раз за свой баланс, за то, что в ней не было супер крутых моментов, но и не было ужасных, сейчас вас просто сводит с ума своей историей. Что на уровне эмоций, что на уровне эпичности драк, второй сезон на голову выше первого. Он дал нам то, чего мы хотели, и в некоторых моментах даже дал что-то большее, чем просто эпик. Но помимо этого он дал нам еще пищу для размышлений. Первое, что хочется сказать, так это то, что автор реально молодец, что решил показать эту предысторию именно сейчас. Как только ты посмотришь второй сезон, ты понимаешь, что на самом деле не видел и половины картины происходящего. На самом деле это не просто битва между магами и проклятиями, а это самая настоящая битва идеологий. Сугуру Гёто, главный антагонист, хочет решить проблему смертности от проклятий самым простым и одновременно самым ужасным способом. Чтобы новые проклятия не появлялись, он хочет истребить всех людей, которые не могут контролировать свой поток, и оставить на земле только магов. И наш любимый Годжи, который не принимает такие зверские методы и хочет своим мирным способом решить эту проблему. Я, честно говоря, не был сильным фанатом Годжи до этого момента. Да, он, конечно, крутой и сильный, но больше меня интересовало его желание изменить верхушку власти, изменить что-то в этом мире. И теперь после второго сезона мое мнение о Годжи кардинально изменилось. Это человек, который, казалось бы, очень легкомысленно ко всему относится, но на самом деле он очень ответственный. Он имеет такую большую силу, что может кардинально что-то поменять в мире, но при этом он знает, что с большой силой приходит большая ответственность. На самом деле, мне кажется, что у Годжи, что у Гёто одна и та же самая идея решения проблемы – обучить людей магии. Но разница в том, что он не хочет становиться диктатором и прекрасно понимает, что для того, чтобы решить эту проблему, для начала нужно изменить мышление своих друзей, магов. Потому что иначе он просто превратится в убийцу магов. Так, с этим разобрались, а что по поводу самой адаптации? Насколько хорошая она получилась? Рисовка, анимация в магической битве была отличной, и второй сезон вообще не подкачал. Сменился главный режиссер, и она стала более солнечной, радужной, более приятной глазу. Анимация во многих ключевых моментах стала лучше. Но самое главное – это постановка. Во втором сезоне мы видим такие необычные ракурсы, которые еще сильнее позволяют понять эмоции персонажей. И это, наверное, самое главное в аниме. Первые 5 серий он сделал поистине отличным примером хорошей предыстории, а дальше, начиная с 6 серии, нас ждет увлекательная история уже в настоящем. Мы наконец-то увидим Итадори, Мегуми, Тоду и других наших любимых персонажей. Интересно посмотреть, как реагирует Мегуми, когда узнает, что Годжи убил его отца. Интересно посмотреть, как второстепенные персонажи вырастут за это время. Ну и, конечно, самое главное, как будут развиваться отношения Итадори с Дуриким. Надеюсь, вы помните о договоре, который они заключили в первом сезоне. Так вот, чувствую я, скоро мы увидим финал. Если подвести итог, мне кажется, магическая битва выбрала правильный путь развития. Пожертвовав некоторыми местами, автор с лихвой закрыл их другими, добавив индивидуальности тайтлу. Я очень доволен, что такое аниме сейчас находится на вершине популярности, потому что это тот редкий случай, когда оно заслуживает этого. Последний год аниме начало развиваться какими-то невероятными темпами, все начали экспериментировать, создавать что-то новое, и второй сезон магической битвы — это один из этих тайтлов, который двигает индустрию вперед. А я постараюсь и дальше рассказывать про лучшие примеры из этой индустрии. Смотрите только хорошее аниме. У микрофона был Икари, всем удачи и пока!